Жареный рис с овощами. Если у вас есть овощи, которые надо срочно израсходовать, или у вас есть уже отваренный остывший рис, с которым вы не знаете, что делать, то это идеальный вариант, так как подойдут совершенно абсолютно любые овощи, которые вы любите, которые вам нравятся, ну и так далее. У меня же половина луковицы, также половина моркови, капуста где-то 100-150 грамм и 4 пера зеленого лука. Вообще объем овощей зависит от того, насколько вы их любите. И мы приступаем к нарезке. Мы нарезаем лук маленькими кубиками, но в принципе размер тоже зависит от того, как вы любите есть ваши овощи. Далее мы нарезаем морковь также маленькими кубиками. Я это делаю таким образом: сначала нарезаю тонкими кусками, затем уже превращаю это в соломку и уже соломку нарезаю на маленькие кубики. Вы можете измельчить овощи и мельче, так они в принципе быстрее приготовятся. Далее мы нарезаем капусту кусками приблизительно в 1 см. Нарезаем мелко, так как остальные овощи тоже нарезаны мелко. Капусту можно заменить на кабачок, ну и, как говорила, я любые овощи, включая грибы и все остальное, тоже подойдут. Лук мы нарезаем просто тонкими кольцами. И лук лучше всего положить отдельно от остальных овощей. Далее мы нагреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла. И первым делом на разогретую сковороду с нагретым маслом мы закладываем зеленый лук и молотый чеснок в объеме 1 столовой ложки. Острый не едите, чеснок пропустите. Готовим мы это блюдо на среднем огне. Сначала мы пассируем лук и чеснок на масле, пока не почувствуем их явный запах. Так мы делаем масло зеленого лука и обогащаем его вкусом чеснока. И тогда мы закладываем все прежде подготовленные нарезанные овощи. И продолжаем овощи пассеровать на среднем огне, желательно так все время помешиваем. До какого состояния нам нужно довести овощи, прежде чем закладывать в фарш? Они должны быть наполовину готовы. Мясной фарш может быть свиной, говяжий, куриный, совершенно абсолютно любой, который вы любите. Где-то 100-150 грамм, с учетом того, что я готовлю на 2 порции. Если вы не едите мясо или не хотите фарш, то просто это пропустите. И мы перемешиваем фарш с овощами, продолжаем готовить блюдо на среднем огне, все время помешивая. Перемешав фарш с овощами, когда он поменяет свой цвет, мы закладываем черный молотый перец, добавляем столько, сколько мы его любим. Не хотите, можете пропустить черный перец. И все хорошо перемешиваем. После этого добавляем остальные специи, а именно соевый соус 2 столовые ложки. Лучше всего заливать его вот таким вот образом, как бы по краю, и затем уже все хорошо перемешать. После добавления соевого соуса мы добавляем сахар в объеме половины столовой ложки. Я это вот так вот посыпаю на глаз и опять все хорошо перемешиваем с объемом всех овощей и фарша. И затем, когда уже мясо и овощи готовы, мы добавляем кунжутное масло в объеме 1 столовой ложки. Все хорошо перемешиваем, и пришло время закладывать отварной рис в объеме 2 стандартных маленьких пиал. Это с учетом на 2 порции. Готовите на 1 человека, соответственно, убираете половину пропорции овощей и также используйте только 1 пиалу отварного риса. Заложив рис, мы должны уменьшить огонь. Рис должен быть остывший, даже лучше, если это будет вчерашний отваренный рис. И здесь уже задача стоит в том, чтобы все как можно лучше хорошо перемешать. Ну и когда у вас все хорошо перемешано и рис нагрелся и стал теплым, то все, собственно говоря, блюдо готово. И вы можете подавать его к столу. Обычно подают вот на вот таких больших тарелках. И я закладываю сверху маринованный желток в соевом соусе. Линк, как готовить здесь вверху. И поливаю 1 столовой ложкой этого же соуса. Ну, можно просто пожарить яйцо и положить его сверху, или вообще пропустить яйцо, как вам нравится. И перед подачей хорошо посыпать щепоткой обжаренных кунжутных семян.
Ну и, собственно говоря, приятного вам аппетита. Осталось только все это хорошенько перемешать с яйцом, если оно в вашем варианте приготовления присутствует. Вот такое вот нехитрое, но очень вкусное блюдо. Готовится быстро и можно израсходовать все овощи, что остались в холодильнике. Приятного вам аппетита!